Иногда выберусь, как давай подряд все смотреть. Сижу, смотрю, готовлю, смотрю, ем, смотрю. А потом опять бац, и опять у меня пустой. Так что я даже не видела. Но мне понравилось. Слушай, нравится, не надоело. Слушай, вот этот вот сиреневый цвет, темный, он превратился, я не знаю, вот здесь так смотрится, а он в синий смотрится, говорит, все такие... я так и смотрела, мне казалось, он серо-фиолетовый какой-то или серо-фиолетовый. А у меня до этого был синий, они говорят, ты что опять синий сделала? Я говорю, это не синий, он просто, говорю, он наложился, 2 слоя и получился как сиат. А так, говорю, мы не синий делали. Мы говорим, по цвет цветочков он. А так это, нравится, смотрят люди до сих пор, ну-ка дай посмотрю. Нежненько так, красивенько. Нам с тобой написали, что нежненько получилось. Привет, девчонки, меня зовут Инна. Будем сегодня переделывать ногти Оксане. Делали мы с вами это покрытие вместе. Покрытию месяц. Есть потеряльцы, мизинец потерялся. И есть трещины на некоторых ногтях. Кто смотрит меня давно и видел Оксанины руки с самого начала, без покрытия, она работает в теплице. Работа, связанная с грунтом и с фасовкой овощей. И вот у нее грязь забивается. В точке вроста получается. Под ногтями она брала тонкую иголочку и выковыривала эту грязь. И получается ковыряла и до анихолизиса. У нее был анихолизис раньше. Потом я ей объяснила, вот когда она ко мне пришла, что не надо ковырять. Она перестала ковырять, стала себя сдерживать. Ну и под покрытием, если даже у нее там есть где-то что-то под ногтями, не видно этого, и она, соответственно, не ковыряет, не расковыривает. И вот анихолизис у нее боковой срос. Керамической кукурузой снимаю старое покрытие. Ногти полигелем буду ремонтировать. Там, где у нас трещины кусачками убрала. Обезжирили, нанесли праймер бескислотный, нанесла базу тонким слоем, просушили базу и полигелем закладываю эти уголки недостающие. Кистью, смоченной в обезжиривателе, разравниваю полигель и отправляем в лампу на просушку. Сняла липкий слой, буду опиливать. Длинные когтища мои вылезли из перчаток. Тесно им там. Этот полигель жесткий, и опиливать его сложновато, если мягко сказать. Но ногти с ним носятся отлично, если сделать наращивание. Посмотрим, как относятся мои заплатки. Форму опилили по форме овал, ближе к миндалю. Прошлась пилкой также по поверхности, и с внутренней стороны, там, где у меня акригель провалился, я выпилила фрезой тонкой, но показывать этого не стала. Этот мизинец мы донарастили длину. Прохожусь сначала по бокам, убираю лишнее, то, что у меня наплыло на бока. Потом уже убираю длину. Апельсиновой палочкой отодвинула кутикулу.
фрезой с синей насечкой, наверное, пулька маленькая. Обрабатываю сначала одну половину, также прохожусь по боковым валикам. Подушечки на пальцах у нее сухие, кожа на подушечках пальцев. Также этой фрезой прохожусь по подушечкам. Переключила вращение фрезы, обрабатываю вторую половину. Этой же фрезой приподнимаю кутикулу. Шаром с красной насечкой небольшого диаметра срезаю кутикулу. Первый раз работаю новым аппаратом на руках клиента, поэтому осторожничаю. Было мне немного страшновато. И маникюр у меня сегодня на Оксаниных руках не получилось сделать чистым, как хотелось бы. Обезжирила, нанесла праймер бескислотный, дала ему высохнуть. Наношу каучуковую базу тонким слоем. Набираю каплю побольше, ставлю около кутикулы, подталкиваю к кутикуле и стягиваю вниз. Тонкой кистью помогаю разровняться базе. Переворачиваем руку ладонью вверх. Если меня все устраивает, отправляю в лампу на 30 секунд. На безымянных у нас будет дизайн, поэтому под дизайн наношу базу мисс снежок. Также, как прозрачную, сначала промазывающий слой, потом капля побольше. Белая такая красивая база. Я еще ее никому не делала, не наносила. Также помогаю ей разровняться тонкой кистью. Подвожу ближе к кутикуле и боковым валикам. Если начинает стекать на бока, подгоняю ее этой же тонкой кистью в центр. Переворачиваем руку. Проверяю. Если еще что-то не устраивает, подправляю. Еще раз переворачиваю и отправляю в лампу на просушку. На мизинце и большом у нас будут блестяшки Beauty Lux. Наношу их в один слой. Слой средний, не тонкий. Выложить ровно у меня не получилось, поэтому я немного потом пройдусь пилкой после просушки, но этого тоже вам не покажу. Блестки красивые, но они объемные. Ноготь получается объемным под ними. И, кстати, ногти под ними крепкие получаются.
как укрепленные. А на среднем и указательном у нас будет один из оттенков Born Pretty. Номер не помню, но все материалы описаны в инфобоксе. Если кому-то интересно, заглядывайте, посмотрите. Перед нанесением второго слоя отодвигаю апельсиновой палочкой кутикулу. Тонкой кистью прокрашиваю около кутикулы и боковых валиков. Ногти, на которых у нас не будет дизайна, перекрываю топом без липкого слоя Miss Diamond. Остается нам сделать дизайн на безымянных. Топ просушили минуту, а здесь у нас стемпинг. На правой руке зонт, я его раскрашу тем же цветом гель-лака, что и на среднем и указательном. А на другой руке надпись. Тонкой кистью раскрашиваю зонт. Набираю небольшую каплю. Отправляю в лампу просушить. Стемпинг всегда перекрываю сначала базой, а потом уже топом. Кто-то делает топом с липким слоем перекрывает, а потом уже второй слой топа с липким или без липкого слоя. Но я всегда наношу базу перед топом. Наношу базу, как уже сказала. Отправляем просушить. И перекроем топом. Мне так понравился этот оттенок базы на ногтях. Красивый. Интересно, когда Оксана придет обратно, пожелтеет или нет база это в процессе носки. Топ нанесла выравнивающим слоем на ногте, где у нас дизайн.
Топ стараюсь сушить минуту, иногда даже несколько минут сушу. 2 минуты. Вот что у нас получилось. Да, не без косяков, и ногти с блестяшками получились объемными. Но Оксана поехала довольная. А мне приятно, что ей понравилось то, что мы с ней сделали. Всем спасибо за просмотр и пока.